БМ-Оплот – один из самых современных танков нашего времени и позиционируется как лучшая машина в мире, по мнению украинских СМИ. Сравним Оплот с наиболее известными серийными танками, которые стоят на вооружении и поставляются на экспорт. А именно с Abrams М1 США, Leopard 2 Германия, Т-90 Россия, АМХ-56 Leclerc Франция и Type 96 Китай. Для сравнения были выбраны три главные характеристики любой боевой машины: огневая мощь, защищенность и ходовые качества. Танк «Оплот» разработан в Харьковском конструкторском бюро машиностроения имени Морозова. Именно в этом КБ был создан легендарный Т-34, который стал самым массовым танком в мире за всю историю танкостроения. Производство танка «Оплот» налажено на еще одном харьковском предприятии завод имени Малышева, который, как и ХКБ Морозова, входит в состав Укроборонпрома. Украинский танк уже стоит на вооружении Таиланда, и он принят на вооружение украинской армией. А согласно недавнему заявлению президента Украины, деньги на его покупку удалось выделить благодаря перевыполнению бюджета. Оплот на постоянной основе поставляется в Таиланд, а также, по информации СМИ, Украина близка к подписанию контракта о его поставке в Пакистан. Павел Барбул отметил, что украинский танк «Оплот» для уничтожения любых целей на современном поле боя оснащен 125 мм орудием, которое позволит вести огонь как артиллерийскими боеприпасами, так и управляемыми ракетами «Комбат». Благодаря этим ракетам, которые наводятся по лазерному лучу, можно уничтожать цели на расстоянии в 5 километров. Тандемная кумулятивная часть комбата полностью игнорирует современную динамическую защиту и обеспечивает пробитие не менее 750 мм брони, чего полностью достаточно для уничтожения любого танка в мире. Таким ракетным вооружением не может похвастаться американский Abrams М1, немецкий Leopard 2 или французский Leclerc. Максимальная дальность стрельбы их главным противотанковым вооружением, бронебойными оперенными подкалиберными снарядами, составляет около 4,5 км, а эффективная порядка 3 км. В случае китайского Type 96, то его экспортные варианты MBT-2000, VT-1, VT-2 и VT-4 оснащаются иностранным ракетным вооружением, а подробных данных о конкретных образцах китайских ракет на данный момент нет. Кроме того, в Abrams М1 и Leopard 2 нет автомата заряжания, что не только увеличивает экипаж танка с 3 до 4 человек, что тянет за собой увеличение размеров самой машины и ее массы, но и негативно сказывается на скорострельности танка в ходе длительного боя. Для справки, вес снаряда для натовской 120 мм пушки составляет, в зависимости от типа, 21-24 кг. Официально, скорострельность при ручном заряжании Abrams М1 при стрельбах с места в первую минуту составляет около 8 выстрелов, а при движении по пересеченной местности и активном маневрировании значительно снижается. Российский Т-90 оснащен аналогичным Оплоту вооружением, как по калибру пушки, так и по возможности вести огонь управляемыми ракетами, так и по скорострельности в 8 выстрелов в минуту. Но оба танка уступают в скорострельности Leclerc. Благодаря автомату заряжания, практическая скорострельность французского танка оценивается в 10-12 снарядов в минуту. Правда, стоит оговорить, что в самом автомате заряжания Leclerc и Т-90 находится 22 снаряда, а у Оплота 28, что дает украинскому танку преимущество в 6 выстрелов. Но любая огневая мощь бесполезна, если не видеть цель. В Оплоте за обнаружение противника и наведение оружия отвечает новейшая система управления огнем, основной частью которой стал панорамный прицельный комплекс, характерный нарост на башне Оплота. Кроме того, панорамный прицел позволяет вести обзор вокруг танка на 360 градусов, не вращая башню. Аналогичные панорамные прицелы установлены на все современные танки НАТО. В свою очередь, российский Т-90 таким прицелом похвастаться не может. Защита танка «Оплот» находится на высочайшем уровне и обеспечивается целым комплексом средств, которые дополняют друг друга. Кроме высокопрочной брони танка, ее обеспечивает динамическая защита нового поколения, электронная система предупреждения об атаке и система активного противодействия ракетному вооружению. Об угрозе выстрела противника экипаж «Оплота» предупреждает система обнаружения лазерного облучения «Варта».
Именно наведение по лазерному лучу используют в большинстве противотанковых комплексов. Эта система может сама отдать команду на отстрел дымовых шашек, которые скрывают танк от противника за непроглядной пеленой. Кроме того, Варта ставит помехи для ракет с инфракрасной головкой самонаведения, сбивая летящую ракету с курса с помощью мощных излучателей. От снарядов противника также защищает динамическая защита дуплет. Кроме эффективного противостояния кумулятивным боеприпасам, даже с тандемным зарядом она разрушает подкалиберные снаряды, которые представляют собой тонкий стержень из вольфрама или обедненного урана, летящий со скоростью в 1,5–1,7 км в секунду. Важно оговорить, что аналогичные элементы защиты используются на каждом современном танке. Но важным отличием оплота является то, что он изначально конструировался под такой комплекс защиты. Так, немецкий «Леопард-2» получил элементы динамической защиты только в последней серийной версии А6, американские «Эбрамс М1» оснащаются ею только в специальной версии для боев в городе, а основной танк Франции «Леклерк» вовсе не оборудован динамической защитой. Такая ситуация связана с тем, что в западной школе танкостроения в 60-70-х годах активно разрабатывалась многослойная броня, которая получила неофициальное название «Чопхим». До сих пор ее точный состав не разглашается, но по общему мнению, она состоит из слоев керамики, металлов разной твердости и эластичных слоев. Такой слоеный пирог позволяет эффективно противодействовать кумулятивным и оперенным снарядам. Именно броня такого типа или ее аналоги устанавливается во все современные танки НАТО, а ее максимальное применение в танках «Леопард-2», «Леклерк» и «Эбрамс М1», по оценкам всех специалистов, делает эти машины достаточно защищенными. Но в ходе реальных боевых действий такая броня, несмотря на выдающиеся характеристики по стойкости, все же оказывается недостаточной. О важности установки динамической защиты говорит реальное боевое применение «Леопард-2» версии А4 турецкой армии в Сирии. В результате боев в ходе операции «Щит Евфрата» в 2016 году было потеряно, по официальным данным Турции, 5 машин, согласно журналистскому расследованию немецкой прессы, 10 «Леопард-2» А4, на которых не было динамической защиты. Основной причиной потерь стало поражение из противотанковых ракетных комплексов. Еще одним важным положительным фактором защищенности оплота, особенно по сравнению с танками стран НАТО, является его небольшой размер. Этот параметр автоматически снижает уязвимость оплота на поле боя и делает его трудной мишенью. Для примера, высота танков, без учета прицельных панорамных комплексов, «Леопард-2» и «Эбрамс М1» 2,8 метра, «Леклерк» 2,5 метра, в это же время высота оплота 2,2 метра. В сравнении с Т-90, который аналогичен по размерам, оплот выигрывает из-за большей чувствительности датчиков украинской системы Варта по сравнению с российской аналогичной системой Штора. Кроме того, ослепляющие прожекторы Штора на российском Т-90 устанавливаются не поверх динамической защиты оплота, а вместо нее, что ослабляет защиту танка в лобовой проекции башни. В свою очередь, у китайского Type 96 системы ослепления собственного производства нет вовсе. Способность быстро перемещаться по полю боя, менять направление и скорость хода – одно из главных качеств любой боевой машины. При создании оплота его конструкторы особое внимание уделили именно этой характеристике украинского танка. При весе в 51 тонну оплот развивает скорость в 70 км в час, которую обеспечивает шестицилиндровый дизельный двигатель с объемом в 16,3 литра и мощностью 1200 лошадиных сил. Автоматическая трансмиссия имеет 7 передних и 4 задних скорости, она же отвечает за плавные развороты многотонной машины. Оплот способен просто танцевать на пятачке, не говоря уже о маневрах на полной скорости, на которой танк прекрасно держит дорогу. Кроме того, оплот может задним ходом развить скорость до 30 км в час, что критически важно, когда необходимо на максимальных оборотах уходить из-под удара, при этом не подставив уязвимые борта и корму. Аналогичную скорость на задней передаче выдают и танки стран НАТО. А вот российский Т-90 может лишь пятиться назад со скоростью до 5 км в час, что делает его крайне уязвимым в случае необходимости покинуть позицию. Одним из самых важных параметров сравнения маневренности танков является соотношение мощности мотора к массе машин, так называемая удельная мощность.
При этом Э-90 проигрывает сразу всем конкурентам при массе танка в 46,5 тонн и мощности двигателя в 1000 лошадиных сил. Его удельная мощность составляет лишь 21,5 лошадиной силы на тонну. В свою очередь у оплота Type 96, Abrams M1 и Leopard 2 этот параметр практически идентичен – 23,5-24 лошадиные силы на тонну, в то время как мощный 1500-сильный движок 54-тонного Leclerc обеспечивает этот параметр на уровне 27,5 лошадиной силы на тонну. Проигрывает Т-90 и в скорости 60 км в час против 65 км в час у китайского танка, 67 км в час у американского Abrams M1, 70 км в час у украинского оплота и по 72 км в час у танков Германии и Франции. Кроме того, у российского танка ручная коробка переключения передач, а также устаревшее управление с помощью рычагов вместо современного штурвала. Еще одним важным отличием между всеми выбранными для сравнения танков является тип двигателя. Abrams M1 – единственная машина в сравнении, которая оснащена газотурбинным двигателем, что негативно сказывается на мощности танка в условиях сильной запыленности и высокогорья. В свою очередь, мощность дизельного российского двигателя для танка Т-90 при высокой температуре, как выяснилось во время его эксплуатации в Индии, падает сразу на 30%. У оплота, Leclerc и Leopard 2 проблем в ходе эксплуатации в жарком климате выявлено не было. Кроме того, замена двигателя в полевых условиях на украинском танке и машинах НАТО совершается за предельно малое время, до 2 часов, а для российского Т-90 для этого необходим день. Даже у китайского танка дизельный двигатель 12150L7BW, который продолжает линию советского дизеля Б-54, вместе с трансмиссией образует единый силовой блок, что позволяет осуществлять его быструю замену в полевых условиях. Если подвести подсчет всех баллов, то на последнем месте оказывается российский Т-90. Что весьма логично, учитывая, что этот танк изначально получил название усовершенствованный Т-72Б и разрабатывался с целью доведения боевых характеристик Т-72Б до возможностей Т-80УД. Важно отметить, что сам Т-80УД был создан на Харьковском конструкторском бюро машиностроения имени Морозова, и именно из него впоследствии через Т-84 вырос оплот. Китайский Type 96, благодаря своим лучшим ходовым характеристикам, оказался на одну позицию выше. Возможно, именно по этой причине в России во время танкового биатлона в 2014 году выставили против него не Т-90, а специально созданную под эти соревнования версию Т-72Б3М с форсированным двигателем. В середине списка оказался американский Abrams M1, который, несмотря на многочисленные модернизации и внедрение сверхсовременной электроники, продолжает расплачиваться за решение использовать газотурбинную установку и отказ от автомата заряжания. Первое место с одинаковым количеством баллов поделили немецкий Leopard 2, МКС-56 Leclerc из Франции и украинский оплот. Каждый этот танк обладает выдающимися характеристиками: отменные ходовые качества, высокая огневая мощь и обзорность с помощью цифровых систем прицеливания. У Leopard 2 в версии А6 установлена просто уникальная по защите броня, но его монструозные размеры делают его весьма легкой целью. Leclerc считается самым цифровым танком в мире и обладает невероятной маневренностью, но отказ французов от динамической защиты и активных систем противодействия наведению ракет кажется несколько неоднозначным решением. В свою очередь оплот, в отличие от этих двух машин, с помощью ракет Combat может вести огонь на 2 километра дальше, но делает это медленнее рекордсмена Leclerc, который обошел по этому параметру и наш немецкий танк. Украинская машина не может похвастаться западной броней Чопхим, но зато оплот защищен не только динамической защитой, но и своими небольшими габаритами. Именно по этим причинам сравнивать напрямую эти машины чрезвычайно сложно. Но важно оговорить, что оплот объединил в себе идеально сбалансированные характеристики в мощности, бронировании, скорости, маневренности и оружейной мощи. Именно это делает оплот поистине выдающейся боевой машиной, которая справедливо считается одним из лучших танков в мире. Чтобы поддержать канал, поставьте лайк и подпишитесь. Это очень поможет мне в создании новых видео.
А мы увидимся в следующем видео.